Всем привет, а вот и новая серия сюжета «Цепи судьбы». Спасибо Аникиту, Сане Синагейкину. Отмечу один момент. Он задонатил на продолжение сюжета «Наруто. Повелитель природы». Но я решил занести его в этот список, потому что он в принципе поддержал канал, и поэтому мы не оставим его без внимания. Ванек, Рамилька, Алексей Сергеев, им всем тоже огромное спасибо. Ну и естественно спасибо вам. Вы красавчики, пишите комментарии, ставите лайки, в общем проявляйте актив, молодцы. Ну, с передачей приветов мы закончили, а теперь давайте перейдем к серии. Цепь судьбы, 39-я часть. Погнали. Глава 39. Фальшивая ненависть. Благодаря переполоху, который вызвала моя техника, нам удалось уйти из надвигающегося окружения на юго-запад к границе между страной молнии и огня. Там еще оставались леса, которые шиноби скрытого облака не проверяли. Начало смеркаться. Измученные длительными боевыми действиями ниндзя устало валились на землю. Мы старались уйти вглубь леса, чтобы пламя от костров не привлекало внимания. Бойцы радостно готовили похлебку из зайца, которого я сегодня поймал. Холод и голод. Враги пострашнее вражеских шиноби. После разговора с Айбой я решил узнать у ирианинов подробности о состоянии подчиненных. Их выводы были неутешительными. Недостаток медикаментов, продуктов питания и отдыха медленно, но верно снижал эффективность. Обострились случаи заболеваний, не связанных с травмами на поле битвы. По их оценке, если так продлится еще месяц, мы можем потерять куда большее количество бойцов. Я озадаченно выдохнул, испытывая злость на самого себя. Все они стараются изо всех сил, не теряют надежды, и я, как лидер, не могу подвести их в эти тяжкие минуты. Достав карту из рюкзака, при слабом освещении бивачного костра, я рассматривал окрестности. Мое внимание привлекла одна деревенька. «Капитан, вы выглядите озадаченным», – проговорил Айба, садясь рядом со мной и протягивая миску супа. «Спасибо», – проговорил я, принимая еду. «Как ты и подметил, ситуация хуже некуда. Я уверен, вы сможете что-нибудь придумать. В конце концов, мы бывали в передрягах и похуже», – заявил он, искренне улыбаясь. «Эх, если бы это было так просто. К слову, ты ведь знаешь эту деревню?» – проговорил я менее оптимистично, чем мой помощник, тыкая пальцем в точку на карте. «Да, по докладам капитана Кина, эта деревня оказалась наиболее лояльной к нашим шиноби». «Вот как? Интересно знать, почему?» «Говорят, что когда первый Хокаге устанавливал связи между скрытыми деревнями, тут проходил большой торговый путь. Со временем некоторые торговцы из страны огня поселились здесь. Но, видимо, все пошло не по плану. Да, нескончаемые войны вредят экономике. Теперь это просто довольно большое поселение, которое состоит из жителей страны молнии и огня». «Ясно», – задумчиво проговорил я. «Айба, нам нужно сходить на разведку, пока не слишком стемнело». «Но мой супчик», – жалостливо протянул заместитель. «Позже поешь. Попроси остальных оставить тебе порцию», – сказал я, хлопая его по плечу. «Оставить?» – процедил он, злобно зыркнув на товарищей, которые всем своим видом показывали обратное. «Вы в этом уверены?» Я выдохнул. Его чувства можно понять. В последнее время нечасто можно поесть чего-то вкусного, поэтому я громко заявил, чтобы все слышали. «А тот, кто обделит своего товарища и оставит его без еды, в моих глазах подлый предатель, и пойдет в следующем бою в атаку в первом ряду». Улыбки тут же слетели с лиц подчиненных. Они пожали плечами и понимающе закивали головами. Айба выдохнул и с благодарностью слегка склонил голову. Сидя на границе леса, мы вглядывались вдаль. Там располагалась та самая деревня. «Что-то мне это не нравится, капитан», – сказал Айба, глядя на домики вдалеке. Я тоже попытался посмотреть, но мои глаза словно замылились на несколько секунд. Я чувствовал напряжение и легкую боль. Видимо, последствия использования мангяку Шарингана дают о себе знать все больше и больше. «Дай мне бинокль», – сказал я, устало потирая глаза. Айбо молча подал мне его. Пелена, что так мешала взору, прошла, и я смог нормально осмотреть местность. Слова товарища подтвердились. На входе в деревню стояло несколько шиноби скрытого облака. Они внимательно следили за происходящим. Еще один отряд патрулировал деревню. Но больше всего меня волновала небольшая вышка, которая возвышалась над остальными строениями. «Сенсоры?» – вопросил я вслух.
«Где?» – воскликнул Айба с ужасом. «Да тише ты, пока не видать, но я уверен, что они есть. Нам повезло, что сейчас его там нет. Я все осмотрел. Нужно скорее убираться отсюда, пока нас не засекли». С этими словами мы быстро ретировались назад в лагерь. Вся эта ситуация значительно ухудшала положение. Сенсор, который нас заметит, незамедлительно даст знать остальным, а это значит, что вновь предстоит бой. Мои люди все еще не оправились полностью, поэтому было бы глупо рисковать понапрасну. Но почему в обычной деревне стоит сенсор? Разве Райкаги не сказал, что с ними туго? Слишком много вопросов. На утро был утвержден план действий. Я и Айба переоденемся в форму элитного отряда, который преследовал нас. Хисао Яманака воспользуется тем, что сенсор отвлечется на нас и применит технику переноса разума на него. Убедив остальных, что преследователи действительно есть, он поможет вывести часть гарнизона из деревни, а Кае останется командовать двумя отрядами, которые заманят вражеских ниндзя в ловушку. Хоть этот план был чистой импровизацией, продумывать что-то более глобальное у меня попросту не было времени. Наступил тот самый момент. Я обмотал свою голову окровавленными бинтами, чтобы не выдать нас. Айба тащил меня и Хисао через поле прямиком к деревне. Я чувствовал, как его дыхание учащалось с каждым шагом. «Стоять!» — крикнул нам шиноби скрытого облака. «Кто вы такие?» Айба замер. Он всем своим нутром чувствовал, что ситуация выходит из-под контроля. «Когда прозвучит раскат грома?» – прохрипел он не своим голосом. «Молния ударит по Канохе», – удивленно проговорил шиноби. «Хоть вы и знаете отзыв, но на вас повязки не того цвета». Я посмотрел на вышку. Сенсор внимательно наблюдал за нами. Если Хисао не воспользуется этим моментом, то нам крышка, но ему нужно сложить пальцы в своеобразную печать. Пришло мое время выйти на сцену. «Ты с ума сошел, черт тебе подери!» – крикнул я и упал на снег. От такой качки следом рухнул Хисао, который старательно притворялся тяжело раненым, вися на спине у Айба. «Мо!» – назвал меня выдуманным именем товарищ. «Побереги силы!» «Да пошел ты!» – рявкнул я. «Нас поймали в западню, мы едва выбрались, а этот урод спрашивает нас про повязки. Ты даже понятия не имеешь, через какой ад мы прошли, чтобы сюда добраться и сообщить вам все!» «Я...» – с испугом проговорил шиноби скрытого облака. «Эй!» – крикнул ниндзя-сенсор с вышки. «В лесу вижу отряд вражеских шиноби. Судя по потоку чакры, они ослаблены. Надо срочно отбить угрозу. Наши парни могут знать что-то важное. Нам нужно их защитить. Я проверил, они не под гензюцу». Счет шел на секунды. Хисао хорошо владел клановой техникой и мог довольно долго ее поддерживать. Но если этот диалог затянется, нам точно крышка. Вражеский шиноби застыл на несколько секунд, потом помчался к своим. Еще через короткий промежуток времени перед нами пробежало человек 10, устремляясь к лесу. Нас тут же понесли в деревню. Краем глаза я увидел, как сенсор ударяется головой о деревянную балку, теряя сознание. «Ауч!» – пробубнил Хисао, потирая больной лоб. «Потерпи, дружище», — сказал вражеский шиноби, снимая его со спины Айба. «Спасибо», — ответил член клана Яманака, довольно наигранно, прихрамывая. Я кивнул Айба, чтобы тот готовился к нападению. Мы быстро сосчитали количество оставшихся шиноби. Их было около 7 человек. Несмотря на это, у нас есть фактор неожиданности, что весьма играло на руку. Дождавшись момента, когда вражеский ниндзя попытается мне помочь, я воткнул кунай в его сердце. Айба тут же метнул несколько кунаев во врагов. Тела безвольно рухнули на землю. Хисао тоже не отставал и прикончил оставшихся, после чего быстро переместился на башню и связал сенсора, ведь он мог еще пригодиться, например, как заложник. Теперь у нас было немного времени. Жители деревни, которые услышали шум, вырвались на улицу. Увидев мертвые тела, женщины попрятали детей, а мужчины настороженно и зло посмотрели на нас. Я снял бинты, после чего медленно и громко проговорил: «Мне нужен староста деревни». Люди переглянулись. Через миг из толпы вышел пожилой, но крепко сложенный мужчина. Он опирался на трость, которую с силой сжал в своей правой руке. «Я староста. Говори. Нам нужна еда и медикаменты. Надеюсь, мы сможем договориться без лишнего шума», — сказал я, вглядываясь в его серые глаза. «Ублюдок!» — прозвучал крик с крыши одного из домов. Сверху на меня прыгнул противник. Мне не составило труда уклониться. Клинок врага воткнулся в землю, после чего я ударом ноги
приложился по его грудной клетке. Вражеский шиноби впечатался в забор. Я подошел к нему под пристальным взором окружающих. Они ждали моих действий, оценивали, кто же я такой. Взглянув на врага, я увидел парнишку примерно моего возраста. В этот момент мое лицо погрустнело. Теперь даже деревня скрытого облака посылает детей на войну. Твою ж, пробубнил я так тихо, как только мог. Выдохнув, я вернул себе самообладание и вновь обратился к деревенским. Думаю, вы понимаете, что любое сопротивление будет подавлено, поэтому отдайте нам все, что необходимо. Добровольно. Жители зашушукались. В них все еще тлел огонь сопротивления. Учитывая тот факт, что многие из них корнями были из страны огня, мне это казалось странным. «Кажется, я объяснил не совсем доходчиво», – проговорил я, чуя растущее напряжение. Когда я внимательно осмотрелся, мне на глаза попался один домишко. Он был хлипким, гнилым, выглядел совершенно безжизненным. Идеальная мишень. Набрав легкие воздуха, я сложил печати и применил дзюцу огненного шара, разнося его в щепки. Послышались вскрики. «Капитан!» – воскликнул Хисао. «Зачем вы так? Ты первый раз в этом деле, да, Хисао?» – спросил Айба, глядя на товарища. «Да, но мы…» – начал парень, но был резко прерван. «Тогда не вмешивайся!» – отрезал Айба. «Поверь, капитан знает, что делает!» Хисао опустил голову и сжал кулаки, однако послушался. Староста вышел вперед и, глядя на меня, процедил. «Не нужно больше крови. Иди за мной!» Я молча кивнул и двинулся за пожилым главой. Люди передо мной расступались в страхе. Когда мы дошли до небольшого домика, староста продолжил. «Вот, тут у нас хранятся припасы и немного медикаментов. Забирайте и убирайтесь отсюда». Я посмотрел на него и спокойно спросил. С каких пор все стало так плохо? А? Что? Я знаю, что многие здесь лояльно относятся к шиноби Канохи, однако сейчас мне пришлось прибегнуть к не совсем приятным методам. Расскажите, что произошло? Война. Вот что произошло. Мы и правда придерживались нейтралитета, стараясь помочь всем, кто был в беде. В один из дней к нам пришел капитан, похожий на тебя, юноша. Капитан Кин. Да, его так звали. Он был добр и попросил о помощи. Мы не желали смерти людей, поэтому помогли ему. Однако моя недальновидность сыграла злую шутку. Об этом прознали шиноби скрытого облака и обвинили нас в предательстве. Началась нескончаемая травля и надзор. Нам запрещено покидать пределы поселения. Более того, озлобленные вашими действиями ниндзя срывают злость на нас. Подстилки Канохи. Все, что мы получили за доброту, лишь презрение и гонение. Вы сами виноваты, заключил я, набирая в рюкзак пищу и медикаменты. Да, это война, и тут нужно принимать чью-то сторону, но... проговорил староста. Его голос был почти надломлен. Не продолжайте, я понимаю, сказал я, положив руку на его плечо. Эта война отнимает у нас само понятие человечности. В этом круговороте смертей люди перестали задумываться о таком понятии, как сострадание. Но вы смогли, даже несмотря на все ужасы и презрения. Я склонил голову перед старцем. Тот прикусил нижнюю губу. Когда вы уйдете, нас скорее всего убьют. Нет, если будут свидетели того, что вы защищаете поселение. Но как? Предоставьте это мне, я оплачу вам за доброту. Зачем вам это? Так или иначе, мы находимся в стране молнии, а значит, являемся вашими врагами. Знаю, но я хочу разорвать этот порочный круг ненависти. Это моя мечта – помочь создать мир, где люди научатся решать проблемы мирными путями. Пусть сейчас это невозможно, но я верю, этот день обязательно настанет. Надеюсь, это хоть немного позволит вам и дальше не терять веру в добро и сострадание. «Спасибо», – проговорил староста, вытирая одинокую слезу с морщинистой щеки. Вместе со старостой я вернулся назад. Сумки были полны необходимыми вещами. Мои товарищи тоже не теряли зря времени. Айба внимательно осматривал трупы и бдительно следил за обстановкой. Хиса уже болтал с местными, которые, кажется, прониклись его добрым сердцем. На их лицах то и дело мелькали улыбки, а детишки с интересом осматривали причудливую форму шиноби другой страны. Увидев меня, он подбежал
подбежал ко мне и проговорил. «Капитан Учиха, вы знали, что многие из этих людей корнями принадлежат к стране огня?» «Да, знал», – ответил я, слегка кивая головой. «Но тогда почему мы их грабим? Разве это не предательство?» «Сейчас моей задачей является забота о подчиненных. Грабеж это или нет, в период войны такие вещи являются нормой». Хисао прикусил губу и посмотрел на меня своими голубыми глазами. Огонек неукротимой злости мелькнул где-то в глубине его души. «Так нельзя, капитан! Мы должны им помочь!» – сказал он громко, привлекая внимание окружающих. «Хватит!» – властно проговорил я. «Кажется, ты забываешь о нашей миссии тут. Мы не миротворцы, а шиноби страны огня. Это вражеское поселение, если ты не забыл. Неважно, какие у них корни. Если ты решила слушаться приказа, ты являешься предателем». Он одумался и, опустив голову, тихо добавил. «Прошу меня простить, капитан». Мне было тяжело смотреть на то, как Хисао ломает себя. Однако я не могу позволить ему сделать глупостей. Только не сейчас. Подавив в себе минутную слабость, я холодно ответил. «Хорошо, встань у ворот и следи за периметром. Если на горизонте появятся враги, тут же сообщи. Я и Айба скоро подойдем, только кое-что сделаем». «Вы же не собираетесь исполнять?» – жестко отрезал я. «Есть!» – ответил Хисао, сжимая кулаки и удаляясь прочь. Когда он ушел, я тяжело выдохнул. Мне не по душе жестокость. Я понимаю его чувства, ведь и сам был таким. Но зачастую самые добрые намерения могут обернуться самыми ужасными последствиями. И я, как никто другой, это знаю. Даже несмотря на то, что он прав, мы не можем играть в героев, ведь от нас зависит многое. «Не слишком ли жестоко, капитан?» – проговорил Айба, подходя ко мне и потирая замерзшие ладони друг от друга. Он смотрит на картину лишь под одним углом, и в один момент это может погубить его. Порой, чтобы найти верное решение, нужно отбросить излишнюю импульсивность. «Не перестаю удивляться тому, что в столь раннем возрасте вы говорите такие речи, капитан. Опыт есть опыт, и неважно, сколько тебе лет». «Вы правы, и все же у вас ведь есть план?» «Да, я знал», — сказал Айба, улыбаясь под маской. Я еще раз внимательно осмотрелся. Люди по-прежнему стояли на морозе, терпеливо ожидая своей участи. По их лицам было понятно, что они устали от войны и смирились с любой судьбой. Ужасная картина, которая, словно острее клинка, режет сердце любого. Я подошел к юному шиноби скрытого облака, который лежал у верхнего забора. Он все еще был без сознания. Цыкнул я языком, осматривая его тело. «Не годится. Его рассказу точно никто не поверит». «Что же теперь?» – спросил Айба. «Остались выжившие?» Кажется, Хисао связал сенсора на башне. Тащи его сюда». «Есть!» Через минуту тело ниндзя лежало передо мной. Я разрезал путы и похлопал того по щекам. Враг заохал, воротя лицо. Медленно, но верно, он приходил в сознание. Когда тот осознал, что происходит, то хотел устремиться в атаку, но я резко активировал шаринган со словами «Я так не думаю». Вражеский боец тут же погрузился в действие моего гендзюцу. За время пребывания на территории противника я хорошо развил этот навык. Благодаря нему частенько удавалось дезинформировать противника, внушая тому ложные воспоминания и информацию. Признаться честно, это съедало много моей чакры, но результат того стоил. Вот и сейчас я решился на этот рискованный шаг. «Теперь ты у меня все отразишь в своем докладе», – проговорил я, обессиленно прикрыв глаза. «Дело сделано». Противник после применения техники слегка забился в конвульсиях, следом потеряв сознание. Кажется, я даже немного перестарался. Надеюсь, ложные воспоминания не сильно его травмировали. С мальчишкой делать ничего не пришлось. Он так быстро потерял сознание, что вряд ли сможет рассказать что-нибудь дельное. «Жаль, что придется оставить его в живых», – проговорил Айба. «Согласен. Было бы логично сократить численность вражеских сенсоров, но если мы хотим помочь, то придется чем-то пожертвовать. Пора уходить. Возьмите сумки и ждите меня у входа в деревню». «Хорошо, только не переусердствуйте, капитан», – добродушно отметил Айба. Я уже и так навел тут шуму, но постараюсь». Когда товарищ удалился, я вновь направился к старости. Испытывая на себе недовольные и даже злые взгляды, стало понятно, что мои действия возымели нужный эффект. Старец терпеливо ждал меня подаль от чужих ушей. «Я все сделал. Теперь главное, чтобы вы следовали тем инструкциям, которые я дал. Я уже поговорил с некоторыми. Надеюсь, все пройдет гладко. Не сомневайтесь, вскоре дискриминация по отношению к вашему поселению сойдет на нет. Я очень благодарен вам, капитан», – заключил тот, незаметно склонив голову. «Это ни к чему. Лучшей благодарностью будет жизнь, которую вы проживете достойно. Хоть мы и живем в стране молний, но, как поговаривал мой отец, воля огня неустанно горит внутри каждого ее жителя».
Очень мудрые слова. Да, надеюсь, вы тоже не потеряете ее, двигаясь по своему жизненному пути, и когда-нибудь мы сможем увидеться в более мирное время. Ха, не думаю, что после того, что я сделал, мне будут рады, сказал я, неловко улыбнувшись. Они поймут. Рано или поздно. Берегите себя. Обязательно. Я позабочусь об этом. А сейчас вы помогите своей деревне. Помните, как только мы уйдем, то станем вашими злейшими врагами. Возненавидьте нас всем сердцем. Так и только так вы сможете защитить себя и близких. Я понимаю, грустно отметил старейшина. Дунул холодный февральский ветер. Я поправил плащ напоследок, окинув это маленькое храброе поселение взглядом, и отправился в путь. Айба и Хиса уже ждали меня, поправляя сумки, наполненные медикаментами и припасами. Хоть врага и не было поблизости, нужно срочно соединиться с основными силами. Так, мы перемещались по веткам деревьев. Лицо Хисао выражало смесь скорби и скрытого гнева. «Кажется, ты чем-то недоволен?» – спросил я, взглянув на него. «Капитан, я все понимаю. Сейчас идет война, и те люди, по сути, наши враги. Но я говорил с ними, они все очень добрые. В их сердцах нет злости и презрения к нам. Более того, именно из-за своей отзывчивости и сострадания они оказались в такой ситуации по нашей вине. Так почему же мы бездействовали?» «Бездействовали? Что же, по-твоему, мы могли сделать? Защитить их, отразить угрозу или увести их, вернуть назад? Хоть что-то?» В его словах читалось отчаяние, и я продолжил спокойно вести свою линию. «Правда? То есть я должен был отправить своих людей на смерть? Поставить их жизни ниже, чем жителей той деревни? Послать всех, включая тебя, на верную смерть?» «Нет, я не это имел в виду», – начал оправдываться Хисао, понимая, что сказал нечто неподходящее, нелогичное для шиноби. «Просто мы ведь обрекли их на смерть. Вот как ты считаешь?» Тогда позволь задать вопрос. Если бы в одно поселение Канохи пришли вражеские шиноби, что бы сделали жители, когда те ушли? Ну, я думаю, доложили бы союзным ниндзя, именно, и поступили бы правильно. В противном случае, они пособники врага и предатели своей страны. Какими бы чистыми помыслы жителей не были, их долг – не допускать врага на свои земли, верно? Да, но эти люди не такие, они так не сделают, хотел проговорить Хисао, но был прерван мной. Именно это и сделают люди того поселения и будут правы. Они не станут. Эти люди не такие, крикнул член клана Яманака, смотря мне в глаза. Станут, потому что я велел им это сделать. Что? Но почему? Удивился Хисао. Потому, что так они избавятся от клейма предателей, исполнив свой долг жителей страны молнии и оказав сопротивление вражеским шиноби. Они вернут утраченное доверие. Но они же ничего не сделали. Жители деревни не способны на такое. В них нет столько сил. А кто об этом знает? Спросил я, хитро прищуриваясь. Я не понимаю. Капитан имеет в виду, что в этом состоит его план. Присоединился к нам Айба, вновь возвращая голосу твердость и уверенность. План? Да. Мы не можем помочь жителям военной мощью. Это лишь усугубит их и без того бедственное положение. Однако, если они прогонят врага с собственной территории, то докажут свою верность. Им же не поверят. Я ведь тебе уже говорил. Ты не так часто бывал с капитаном на подобных вылазках. Согласен, жителям никто не поверит. Но там остались двое выживших шиноби. Именно они станут ключом к спасению. «Капитан, вы...» – начал Хисао, начиная понимать суть. «Думаю, ты понимаешь, насколько силен капитан Учиха. Его глаза – это не просто украшения. Они способны на многое, в том числе внушить воспоминания, показать картину, которая в реальности не существовала. Много раз нас это спасало, хотя вы об этом и не задумывались. Айба, не перегибай палку», – проговорил я, чувствуя, что его похвала преувеличена. «Простите, этими словами я хотел сказать, что и сейчас капитан нашел выход из ситуации. Как ты видишь, наши сумки заполнены лишь необходимым. Мы не взяли больше, чем нужно, хотя и могли. Но иначе это вызвало бы подозрение у подкреплений, которые прибудут в деревню, когда выживший сенсор и молодой Чунин расскажут о происходящем. А жители подкрепят это своей злостью. Картина сложится, и единственное, что теперь останется – угроза
угроза для нас. Айба закончил свою речь и двинулся слегка вперед. Хисао виновато опустил голову. Я не могу его осуждать, ведь с его стороны все выглядело совсем иначе. И если бы не гипертрофированное чувство справедливости Айба, все так бы и осталось скрыто. «Капитан?» – вдруг обратился ко мне парень. «Да? Неужели вы задумали это с самого начала? Продумали все так быстро?» Усмехнулся я немного грустно. «Конечно нет. Ну как же тогда?» На самом деле я думал над этим несколько лет. Мой учитель и друг однажды задали вопрос, один в один напоминающий эту ситуацию. Я вспомнил свое обучение с Какаши. Тогда он спросил об этом, отмечая все мои доводы, показывая, что мои уловки и добрые намерения бесполезны. Я враг, и главная моя обязанность – это спасти своих людей. В тот момент ярость внутри меня клокотала, словно кипящее масло, обжигая все нутро. Я понимал, что он прав, но не хотел мириться с этим исходом. «И что же вы тогда решили?» – спросил Хисао, выводя меня из воспоминаний. «Ничего, я ответил так, как должен был». «Вот как?» – грустно проговорил мой товарищ. «Однако смириться так и не смог. Я прекрасно понимаю твои чувства, Хисао, поэтому изо дня в день я думал, как же поступлю на самом деле, что решу. И единственное, к чему я смог прийти, это то, что я не собираюсь ломаться под грузом обстоятельств. Я обязательно найду выход, какой бы сложной ни была ситуация». «Значит, ваш друг был не прав?» «Нет, он был прав, но при всей его правоте он знал, что я справлюсь. Мой товарищ, учитель и друг верил в меня, поэтому тогда и задал такой вопрос. Он лучше всех знал меня и видел ситуацию на много ходов вперед. Осознание суровых реалий – тяжелая штука. Но однажды это может спасти жизнь не только твою, но и тех, кто рядом». Так он говорил. Мне понадобилось много времени, чтобы понять истинный смысл его слов, но теперь я чувствую некую легкость на сердце. Пусть мне и придется пожинать плоды своего решения. Мы вновь замолчали. До точки сбора оставалось всего ничего. Как Хисао вновь повернул ко мне голову и проговорил. «Я был неправ, капитан. Простите меня. Я и правда частенько пытаюсь отбросить дурные мысли. Хоть на минуту забыть, что идет война. И тогда в том поселении все было такое родное. Я был слишком импульсивен. Ничего. Знаешь, я и сам такой же. Правда? Ни за что не поверю. Ха. Ты ведь слышал те слухи обо мне, не так ли? Да, но это же неправда. Отчасти. Даже в самой ужасной лжи может быть частичка правды. Тогда я действительно поступил не совсем корректно, хоть мы и выполнили задачу. Но во многом я ошибся, и это могло привести к большим жертвам. Быть может, на моей стороне была удача, или же боги благоволили. Хотя нет, просто со мной были замечательные люди, которые дали мне сил и помогли справиться. Хисао, понимающе кивнул. Послушай, однажды ты и сам станешь командиром, от твоих действий будет зависеть многое. Будет и такое, что ты совершишь ошибки, и нечто такое, что может сломить твой дух. Но не забывай, если ты потеряешь уверенность и самообладание, то и те, кто двигаются рядом с тобой, могут перенять это чувство. Не забывай об этом. «Я понял. Спасибо вам, капитан», – ответил Хисао, вновь привычно смеясь. «А? Чего ты так смеешься?» – растерялся я от такой резкой смены настроения. «Простите, просто вы такой юный, а так говорите, будто бы вам уже за 40 лет. Уж никак внешний вид не сходится, прямо как заботливый дедуля». «Ах, вот ты гаденыш», – процедил я, сжимая кулак. «За это стоять тебе ночью в патруле». «Ах, нет». Все так же, продолжая смеясь, возразил Яманака. «Да прекрати ты смеяться, бестолочь!» Наигранно злился я, хоть и сам улыбался под маской. А тем временем мы уже приближались к нашему лагерю. Продолжение следует.